Друзья, вы заметили, что золото выросло почти на 20% буквально с начала 2026 года, и в целом сейчас наблюдается аномальный рост золота, начиная с 1971 года, а все потому, что растет геополитическая нестабильность, которую подрывает Трамп, угрожая Дании забрать Гренландию и начать масштабную торговую войну с ЕС, введя высокие таможенные пошлины. А вот биткоин в это время наоборот стер на нет весь рост в начале года и упал ниже ключевого уровня 94 тысячи долларов. В данном случае возникает диссонанс, почему на фоне проблем в геополитике биткоин не растет, ведь его так или иначе часто называют цифровым золотом, и в целом его идея изначально заключалась в децентрализации, чтобы на фоне таких нестабильностей он выступал защитным активом, благодаря своей ограниченной эмиссии и отсутствием какой-либо привязки к конкретной стране. Но, к сожалению, нет. Биткоин очень молодой актив, ведь, например, если фондовому рынку США более 200 лет, то биткоин создали всего 17 лет назад, и споры его статуса на финансовых рынках идут до сих пор. Это не акция, называть его защитным активом как золото тоже нельзя, возможно товар, но также под вопросом. И в данном случае про альты я вообще молчу, это отдельная история. И соответственно сейчас фонды, которые управляют большим капиталом, сидят и думают, а во что сейчас инвестировать деньги во время такой геополитической нестабильности? В акции вряд ли, потому что компании на фоне тарифов испытывают проблемы с поставками и теряют прибыль. В облигации да, но доходность маленькая, биткоин само собой нет, очень высокий риск. А вот в драгоценные металлы, как золото и серебро, это уже другое дело, что мы видим по графику их цен. Но обратите внимание, как только цена на золото упала в конце 2025 года, биткоин в это время пошел вверх. И такие обратные корреляции наблюдались далеко не один раз, что говорит о переходе капитала из золота в биткоин. Следовательно, как только мы видим, что золото начинает падать, это может стать первым сигналом перехода капитала из золота в биткоин. А вот когда это может произойти, мы разберем сегодня в ролике. Мы четко определимся со статусом биткоина как актива, ведь несмотря ни на что, он все равно начинает приживаться на мировых финансовых рынках и в данный момент активно реагирует на геополитические новости. Я проведу анализ корреляции цены золота, серебра и биткоина, чтобы озвучить потенциальный сценарий его разворота во время перелива капитала из драгоценных металлов. Ведь давайте на секундочку представим, что может произойти с его ценой, если золото выведут 200, 500 миллиардов или триллион долларов, которые спокойно заходят за пару дней. Сейчас это тема номер один, поэтому набираем 1000 лайков, чтобы подобные ролики выходили чаще. Пишите комментарий, за который можно получить 10 долларов, как этот зритель. А с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Давайте начнем с разбора последних новостей, которые сейчас непосредственно оказывают влияние на рынок. Речь идет о вчерашнем выступлении Трампа в Давосе. Кстати, первыми его тезисы и заявления о том, что он не будет нападать на Гренландию, получили подписчики моего телеграм-канала. Там вся актуальная информация публикуется максимально оперативно. Мои редакторы следят за рынком 24/7, чтобы вы ничего не пропускали. И сегодня для моих любимых подписчиков я выложил подробный бесплатный теханализ биткоина с потенциалом движения его цены после обвала ниже 90 тысяч. Так что все, кто желает узнать ключевые уровни по биткоину и в целом быть частью моего крипто-комьюнити, подписывайтесь по ссылке в описании. Что касается вчерашнего выступления Трампа, он четко заявил, что не собирается принимать силу в отношении Гренландии. И это то, о чем я вам говорил в прошлом видео. Я до сих пор убежден, что Трамп не будет воевать против НАТО, участником которого выступают сами США. А все пройдет в формате переговоров, условий и договоренностей. Но еще Трамп сказал, что фондовый рынок США вырастет в 2 раза, и он продолжает вести работу над тем, чтобы Америка стала криптостолицей мира. Такие заявления Трампа снижают давление на рынок рискованных активов. И сейчас под вопросом только тарифы. Но, как я говорил, стороны будут договариваться. Это может быть в рамках месяца, если учитывать прошлые переговоры. Европа уже отложила подписание введения пошлин на неопределенный срок, что говорит о продолжении переговоров. Да, это хороший сигнал для рынков. Во время выступления Трампа биткоин даже немного поднялся, в то время как S&P 500 восстановился после потери более 1 триллиона долларов за день. Но все равно рынки, которые зависят от притока ликвидности, остаются напряженными. И единственное, кто сейчас чувствует себя хорошо, это золото и серебро. Но стоит ли нам ждать, чтобы хотя бы часть капитала из этого рынка пошла в биткоин? Сейчас на рынке складывается показательная ситуация. На фоне геополитической нестабильности растут золото и серебро, тогда как биткоин находится под давлением. И здесь важно понимать, что проблема не в самом биткоине, а в том, к какому классу активов он реально относится. Биткоин нельзя честно назвать цифровым золотом в классическом стиле. Да, у него ограниченная эмиссия и схожая логика добычи, но на практике это не защитный актив, а высокорискованный инструмент, который чувствует себя уверенно только в условиях геополитической стабильности и избытка ликвидности. Когда в мире все спокойно, инвесторы ищут доходность. Именно в такие периоды биткоин начинает обгонять большинство активов. Но когда растет неопределенность, вся логика капитала меняется. Инвесторы больше думают не о прибыли, они думают о том, как ее сохранить. Никто не хочет видеть минуса в портфеле, поэтому деньги уходят в защитные активы. Золото в такие моменты воспринимается как убежище, тогда как биткоин из-за волатильности считается дополнительным риском. Отсюда и формируется обратная корреляция. Страх, рост золота и давление на биткоин, стабильность, оттоки золота и рост биткоина. Ключевой момент здесь масштаб рынков. Капитализация золота сегодня
сегодня составляет примерно 33 триллиона долларов. Серебро добавляет еще около 5 триллионов. Капитализация биткоина даже в сильной фазе находится в диапазоне 1,7-2 триллиона долларов. То есть рынок золота в разы больше, чем рынок биткоина. Это означает, что даже минимальный переток капитала способен существенно повлиять на цену биткоина. Если взять всего 1% от капитализации золота, это около 300 миллиардов долларов. Для биткоина это уже примерно 7-8% всей капитализации, что способно поднять цену на 20-30%. Переток 3% эта сумма уже доходит почти до 1 триллиона долларов, что усиливает рост биткоина на 50, 60 и даже 70%. Конечно, мы берем максимально большие цифры, ведь часть оттока капитала из золота пойдет непосредственно в акции, часть пойдет в облигации и только небольшой процент пойдет в биткоин. И как вы понимаете, в биткоин идет самый минимальный процент, потому что данный актив имеет очень высокий риск. Но частично в этом и плюс биткоина, потому что за счет его небольшой капитализации, небольшой приток капитала дает весомый рост, даже без особой эйфории, только за счет прихода новых денег. Почему же сейчас рынок выбирает золото? Все просто. Большие риски в геополитике, которые закладываются как потенциально затяжные. Инвесторы не готовы наращивать риск, даже понимая долгосрочный потенциал биткоина. Конечно же, сейчас главным инициатором всей нестабильности, которая происходит в геополитике, выступает Дональд Трамп, о чем мы говорили в прошлом видео. Он угрожал Дании, продолжает угрожать Европе тарифами, что создает большое давление на рынке рискованных активов. И поэтому инвесторам проще перевести капитал в защитные активы, чтобы взять небольшую паузу, переждать, посмотреть, как отреагируют рынки, и уже только потом начинать возвращаться в риск. Тем не менее, после вчерашнего выступления Трампа ситуация немного стабилизировалась, потому что он заявил, что нападать на Гренландию не будет, переговоры по тарифам уже, скорее всего, активно идут, что можно понять по заявлениям Европы. И я думаю, что на весь этот процесс в виде стабилизации ситуации потребуется время около месяца, потому что самый главный фактор – у Трампа нет времени. Впереди выборы, и рынки напрямую влияют на рейтинги в политике. Затянуть конфликты, обвалить фондовый рынок и ударить по экономике – это его прямой путь к импичменту. Поэтому логика подсказывает, что период острой напряженности не будет слишком долгим. Трампу нужны быстрые сделки, быстрые победы. И что самое главное, без ущерба США. Мы уже видели этот сценарий в апреле 2025 года. Тогда рынок резко упал, настроение было максимально негативным, но как только начались первые переговоры и сигналы от договоренности, биткоин достаточно быстро восстановился, а затем обновил максимумы. Деньги вернулись в риск быстрее, чем большинство ожидало, потому что глобальная ликвидность никуда не делась, она просто временно перешла в режим ожидания. И отдельно стоит учитывать фактор Федеральной резервной системы. На горизонте новая политика ФРС, которую возглавит непосредственно человек Трампа. И догадаться, что новый глава ФРС будет снижать ставки, что будет требовать Трамп, в принципе несложно. Это означает меньше давления на рынки, потенциальное смягчение условий и возврат избыточной ликвидности в финансовую систему. А как мы разбирали, биткоин является одним из первых активов, которые начинают расти именно на ожиданиях и факте увеличения ликвидности. Поэтому в среднесрочной перспективе ситуация выглядит не катастрофически, а цикличной. Биткоин сейчас не растет не потому, что он слаб, а потому что рынок находится в фазе страха и защиты. И как только напряжение в геополитике начнет снижаться, а золото перестанет быть единственным убежищем, даже небольшой переток капитала способен запустить импульс биткоина. Именно этот момент рынок чаще всего осознает слишком поздно, уже после того, как цена ушла выше. И да, сейчас криптопортфели показывают скромные результаты, потому что рынок не идет вверх, но это вполне нормально. Поэтому сейчас лично я делаю упор на трейдинг и торгую каждый день. И если вы желаете вместе со мной оставаться в плюсе в текущей фазе рынка, вы всегда можете воспользоваться нашей подпиской Coin22 Pro. На данный момент у нас в приоритете шорты или лонги на ретестах, как, например, на днях мы закрыли хороший лонг по Bitcoin Cash на развороте его цены, а также многие другие сделки были зафиксированы в плюс. И для всех новых участников у меня хорошая новость. Мы обновили наш официальный сайт, где есть вся подробная информация по формату работы, ответы на самые часто задаваемые вопросы и отчеты по сделкам. В честь этого я решил запустить акционные тарифы до конца этой недели. Поэтому все, кто желает зарабатывать на крипте, независимо от того, куда идет рынок, присоединяйтесь к нам по ссылке в описании. На сайте есть дополнительная информация, так что изучайте, а я пока перейду к анализу биткоина. Новая неделя для биткоина началась не очень хорошо, ведь цена пробила поддержку 94 тысячи и отправилась тестировать восходящую линию тренда. Таким снижением биткоин закрыл новогодний гэп на бирже СМИ, опустившись ниже зоны 88 тысяч, и тем самым показал самые низкие значения с начала января. От локальных максимумов с начала месяца цена потеряла более 10 тысяч, и это движение нельзя назвать случайным или только техническим. Факт закрытия гэпа сам по себе не является ни бычьим, ни медвежьим сигналом. Это скорее исполнение рыночной логики. На мой взгляд, ключевой
ключевой момент здесь заключается не в самом гэпе и не в уровне 88 тысяч, а в общем режиме рынка. Сейчас биткоин все больше ведет себя как актив повышенного риска, который реагирует на внешние условия, а не формирует собственный тренд. Это хорошо укладывается в оценку, которую дала компания QCP Capital в своем последнем обзоре. Они указали, что биткоин остается крайне чувствительным к процентным ставкам, геополитике, а также межрыночной волатильности. В такой среде крипта скорее реагирует на события, чем задает направленное движение. Мне кажется важным и то, что сейчас все больше участников рынка переходит в режим сохранения капитала. Это не паника, но и неуверенность. Это состояние ожидания, когда любое движение вверх воспринимается как возможность сократить риск, а не как сигнал к агрессивным покупкам. И пока не появляются более четкие сигналы со стороны макрополитики, а также потенциальных переговоров, рынок остается в максимально напряженном состоянии. Сейчас на рынке мы видим очень нетипичную картину. Золото обновляет новые максимумы и делает это с такой скоростью, что на его фоне биткоин выглядит слабым. Относительная доходность биткоина по отношению к золоту резко просела, и многие начинают говорить, что биткоин проигрывает гонку защитных активов. Но лично я считаю, что он ее не проигрывает, потому что он и не выступает защитным активом. Но если копнуть глубже, именно в этом и кроется потенциальная возможность. Соотношение биткоина к золоту – это показатель того, сколько унций золота нужно, чтобы купить один биткоин. На этой неделе оно опустилось примерно до уровня 18,5. Это минимум с ноября 2023 года. Причина простая. Золото рвется к максимальным уровням, а вот биткоин пытается удержать 90 тысяч. В Твиттере я нашел вот такой отчет, в котором было указано, что за последние 100 лет бычьих рынков золота его средний рост составлял более 150%. Интересно, что если просчитать такую перспективу на ближайшие 3-10 лет, то золото в теории может уйти выше 12 тысяч за унцию. Но давайте загадывать наперед не будем. А если брать текущие условия, то в принципе да, золото все равно создает давление на биткоин. Но тем временем один популярный криптоаналитик отмечает, что соотношение биткоина к золоту может переходить к финальной стадии нисходящего тренда. По теории волн Эллиота, рынок вероятно формирует пятую волну коррекции. Это часто означает не продолжение падения, а его завершение. Проще говоря, текущий медвежий импульс ближе к истощению, чем к началу новой фазы снижения, даже если по настроениям кажется иначе. Именно поэтому, как говорят в Bitwise, главная сделка здесь – это биткоин. Глава отдела по исследованиям Bitwise называет происходящее мощным макросигналом, который противоречит массовому консенсусу. По его словам, биткоин сейчас торгуется с редкой и глубокой скидкой по отношению к золоту. Такие условия на рынке возникают нечасто. Он предполагает, что разворот потоков капитала может начаться уже в первом квартале этого года. Важно то, что рост золота – это не просто спекулятивный всплеск. Аналитики Bitwise связывают его с более глубокими структурными изменениями в мировой финансовой системе. И эту теорию очень часто упоминал Рэй Далио. Да, репутация у него сомнительная, потому что он вечный медведь и говорит о кризисах. Но если реально оценить то, что сейчас происходит, то мы видим большие глобальные изменения, которые происходят в мире, в геополитике и во всей финансовой системе. Но даже в такие моменты капитал не стоит на месте. Исторически он возвращается последовательно. Сначала в защитные активы, вроде золота, затем в более рискованные. Биткоин пока не получил сопоставимого спроса именно из-за восприятия повышенного риска. И в этом контексте текущая сила золота может стать не препятствием, а топливом для следующего фазы роста биткоина. Именно поэтому слабость биткоина на фоне золота сегодня – это не обязательно медвежий сигнал. Это может быть подготовка к догоняющему движению. То есть как только потенциально снижается нестабильность в геополитике, в это же время золото пойдет вниз. А вот биткоин на фоне стабилизации ситуации получит первый хороший импульс вверх. Но для более подробного понимания текущей ситуации давайте перейдем на график. После резкого падения биткоина в зону 88 тысяч рынок наконец-то получил ключевой тест вот этого треугольника. Это движение не случайное. Оно совпало сразу с несколькими факторами: ростом нестабильности в геополитике, усилением торговых конфликтов, ожиданием новых тарифов и перераспределением ликвидности между защитными активами и рискованными. Если смотреть чисто технически, то сейчас биткоин тестирует восходящую линию тренда. Эта трендовая линия удерживала цену с момента тестирования локального дна, и каждый ее тест сопровождался либо консолидацией, либо новым импульсом вверх. Эта восходящая линия не давала биткоину опускаться вниз. Как мы видим, в конце ноября было первое тестирование. Далее цена биткоина отскочила вверх, почти пробив 93 тысячи, потом было локальное снижение, но цена не тестировала линию, после еще один неуспешный пробой линии сопротивления и опять тестирование восходящей поддержки, консолидация, опять скачок вверх, неудачный пробой и еще один скачок вверх. Но заметьте, в начале года цена не протестировала восходящую линию тренда, а сразу пошла вверх. И в это время на бирже СМИ остался гэп в районе уровня 88 тысяч. И все эти новости вокруг геополитики стали причиной его тестирования. Линия поддержки была протестирована, цена получила минимальный приток ликвидности за счет ликвидаций и сейчас консолидируется выше. Конечно же, сейчас ключевой вопрос, а что же будет с его ценой дальше? Мы в принципе застряли вот в этом треугольнике. Да, сначала биткоин попытался его пробить, но здесь он не удержался и цена упала ниже, потому что в данном случае на рынок давили новости. Но само сохранение данной структуры это уже хорошая новость, потому что всегда, когда биткоин сохраняет какую-то структуру, имеет поддержку, проводит консолидацию и, что самое главное, постоянно формирует более
более высокие минимумы и более высокие максимумы, это прямой сигнал к тому, что рынок постепенно готов идти вверх. Если провести корреляцию с золотом или серебром, то мы, конечно же, видим, что она будет обратная, потому что когда золото идет вверх, биткоин вниз. Мы, в принципе, это сегодня уже разобрали. Но если вот на графике мы видим моменты, когда цена золота наоборот и шла вниз, то биткоин разворачивался вверх. Это, знаете, такая игра на настроениях. Если страх, то идем в золото, если на рынке сохраняется повышенный риск, то можно идти в биткоин. Сейчас же я не сказал, что на рынке наблюдается максимальный страх, потому что, в принципе, Трамп выложил все карты на стол и прямым текстом сказал, что не будет использовать силу против Гренландии. ЕС пока не собирается вводить ответные тарифы на те, которыми угрожает Трамп, а все потому, что идет переговорный процесс. И, честно говоря, его результат будет очевиден, потому что кому сейчас нужна такая нестабильность? У Трампа на носу выборы, у Европы своих проблем хватает, поэтому, скорее всего, они на чем-то сойдутся, где-то уступит Европа, где-то уступит Америка, но сам факт того, что это стабилизирует ситуацию, это уже хороший фактор для рынков. Поэтому я продолжаю рассматривать текущий треугольник биткоина для того, чтобы в нем торговать. Открывать шорты от сопротивления и в данном случае лонги от этой поддержки. Пойдет ли биткоин ниже? Я думаю, что больше нет, чем да. Ведь, как я уже сказал, Трамп раскрыл все карты и оценивая то, в каких условиях находится Трамп, ему максимально невыгодно, чтобы эта нестабильность продолжалась. Но, как мы знаем, биткоин любит удивлять. Поэтому, если будут какие-то изменения по моему сценарию, вы об этом сможете узнать в новых видео. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, также ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях, переходите в Telegram, где вас ждет еще более подробный теханализ по биткоину. Вам, друзья, желаю удачи, увидимся в следующем видео, до скорых встреч!